Какая разница между Женевой-3 и Женевой-2? Существует принципиальная разница. Женева-2, во-первых, не представила четкой международной позиции по решению сирийской проблемы, в отличие от того, что было накануне Женевы-3. Женева-2 на этой конференции не было справедливого, логичного, не были логично и разумно и сбалансированно представлены все стороны сирийского конфликта. И Женева-2 была своего рода формой, которая представляла сирийскую оппозицию, но это не было представлением сирийской оппозиции. Оппозиция должна быть представлена полностью, и оппозиция должна быть представлена теми, кто собирался в Москве, в Каире, в Риаде, в других местах, в том числе и в Астане. Вот таковы были основные трибуны, на которых собиралась оппозиция. Тень Женевы-2, в представлении, с точки зрения представления сирийской оппозиции, господствовала над Женевой-3. И можно сказать, что Женева-2 фактически умерла. Однако она еще не похоронена. Женева-2 была рождена, но Женева-3, точнее, родилась, но еще родилась не до конца, если позволите такое выражение. И Женева-2 продолжала незримо существовать, и ее дух распространился на Женеву-3. Как это отразилось на Женеве-3? Возможно, это именно тот момент, который воспрепятствовал, который помешал осуществить надежды, которые связывались с Женевой-3. И, может быть, именно поэтому господин де Мистура говорит, что все должно быть возобновлено 25 февраля. Мы должны взглянуть в самую глубину этой проблемы. И главная задача – это похоронить, наконец, Женеву-2 с тем, чтобы эта Женева-2 перестала влиять на Женеву-3. Вот в этом стоит задача до 25 февраля.